В мире природы часто случаются удивительные вещи. Порой они не поддаются никакому логическому объяснению. Трогательная история кошки и тигренка произошла в небольшой деревне в горах. Мужчина по имени Николай, который всегда любил животных, наткнулся на двух брошенных малышей. Оставить их в беде он просто не смог. Неожиданно кошка Николая стала приемной мамой этим тигрятам. Спустя несколько лет она встретилась с выросшими детьми. Что же произошло дальше и как отреагировали животные? Расскажем дальше. Главный герой этой истории – Николай, биолог и специалист по сохранению природы. Всю свою жизнь он занимается работой с дикими животными и изучает естественную среду их обитания. Живет он в небольшом домике около гор вместе с семьей, так что столкновение с дикими животными для него уже не в новинку. Ему всегда нравилось наблюдать за природой и повадками зверей. Жена и ребенок Николая разделили дело всей его жизни. Была в семье и всеобщая любимица, черная кошка Мурка. У нее приятный и ласковый характер, и она с любовью относится ко всем домочадцам, особенно к самому младшему. Однажды летним днем Николай решил провести время с женой и ребенком на природе. Все они собрались посетить ближайший лес. Идея так отдохнуть понравилась абсолютно всем. Во время прогулки Николай увидел, как в траве что-то странно шевелится. Подобравшись ближе, он увидел, что там лежат два тигренка, совсем крохотных и явно голодных. Малыши явно давно ничего не ели, потому что у них буквально торчали кости. Матери рядом нигде не было, а сами тигрят оказались напуганными. Николай не смог оставить их в беде, ведь без помощи они точно скоро погибли бы. Жена и ребенок поддержали его в этом решении. Мужчина подобрал тигрят и понес их домой, так как бросать их в лесу было нельзя. Было сразу ясно, что заботиться о таких необычных питомцах будет непросто. Но семья Николая ничего не боялась. С этого и началась эта невероятная и трогательная история. Дома Николай убедился в том, что тигрята и впрямь были очень голодны. Он накормил и напоил их. Удивительно, что малыши сразу поняли, кто их спаситель. Они прибились поближе к мужчине и не хотели от него отлипать. Но им нужна была и материнская забота, а человек такого дать не мог. К счастью, кошка Мурка не испугалась неожиданных родительских обязанностей. Удачно сложилось еще и то, что она недавно родила. Николай отдал тигрят Мурке в надежде, что она примет их. И она действительно не отвергла малышей, а отнеслась к ним очень спокойно. Сначала, конечно, была немного настороженной, но поняла, что никакой угрозы от них нет. Мурка даже заинтересовалась тигрятами, одновременно и похожими, и не похожими на нее саму и ее детей. Кошка стала отличной мамой приемным малышам. Она учила их всему, как ходить, играть, ухаживать за собой. Защищала от обидчиков и опасностей, хотя они и сами способны были дать отпор. Удивительным образом между обычной кошкой и тигрятами сложились очень теплые отношения. Николай никогда не видел подобного. Такое ощущение, словно эти животные всегда были вместе одной семьей. Даже подрастая, тигрята продолжали относиться к Мурке как к своей маме. По словам самого Николая, благодаря этой истории он узнал больше об истинной любви. Малыши стали для него образцом теплоты и ласки. Вся семья была в восторге от тигрят. Жена и ребенок Николая полностью посвящали себя заботе о животных. Каждый день приносил что-то новое и интересное. Увы, со временем тигрята слишком сильно выросли. Содержать их в домашних условиях стало неудобно и небезопасно. Конечно, семья Николая не хотела расставаться со своими подопечными, но иного выхода просто не существовало. После долгих обсуждений было решено отвезти тигров в зоопарк. Кто-то мог бы подумать, что правильнее было вывести животных на природу и отпустить. Но ведь они выросли в домашних условиях, поэтому не смогли бы приспособиться к дикой среде. В зоопарке же созданы хорошие условия, приближенные к естественным. Очевидно, там им будет лучше, чем в домашней тесноте. Прощаться с тиграми было грустно. Но подобное решение – лучшее в сложившейся ситуации. Удивительно, но Мурка тоже не могла спокойно отпустить своих малышей. Она перестала есть после их исчезновения, отказывалась играть и будто бы впала в депрессию. Очевидно, ей не хватало тигрят. Со временем атмосфера в доме Николая переменилась. Если раньше тигры нарушали спокойствие и вечно баловались, то сейчас стало спокойно и тихо. Только в этом всегда чувствовалась пустота и грусть.
Вся семья скучала по своим питомцам, несмотря на понимание, что дальше содержать их не получилось бы. Спустя несколько лет Николай решил, что хочет проведать своих бывших подопечных в зоопарке. Несмотря на то, что прошло много времени, он все еще скучал по ним, равно как и его жена с ребенком. Старался, конечно, меньше думать о тигрятах, но пустота в сердце все равно не давала забыть. Словно чего-то не хватало в доме, что-то было неправильно. Некоторое время ушло на организацию поездки. Николай непременно хотел взять с собой не только жену с ребенком, но и Мурку. К счастью, уладить формальности удалось относительно быстро. И все равно волнение было очень сильным. Вдруг затея вообще обернется провалом. По приезде в зоопарк Николай задавался вопросом, узнают ли его тигрята, насколько они выросли за эти несколько лет. Вероятно, они сильно поменялись, стали огромными мощными кошками. Да еще и наверняка нахватались каких-то диких повадок от своих сородичей, с которыми их поселили. Не измениться они просто не могли. Николай прошел в ту часть зоопарка, где жили тигры. Там он увидел своих бывших подопечных и сразу их узнал. Они действительно сильно выросли, но взгляды остались все теми же ласковыми и задорными. Мужчина взял на руки Мурку, чтобы она посмотрела на своих приемных детей. Момент оказался правда трогательным. Когда кошка увидела тигрят, она разволновалась и начала мяукать, пытаясь пробраться в клетку. Она не отрывала от них взгляда, словно пытаясь им сказать, что вернулась к ним. Удивительно, но тигры тоже узнали Мурку, они стали радостно прыгать и ворчать. Очевидно, что материнская любовь не забывается даже спустя годы. Она остается, невзирая на расстояние, время и различия в видах. По словам Николая, этот момент тронул мужчину до слез. Конечно, пустить Мурку поиграть со своими приемными детьми не получилось, но он рад, что они смогли увидеться. Реакция животных показала, что они узнали друг друга. Да и бывший хозяин тоже остался в их памяти. Доброта остается как в сердцах людей, так и зверей. Поэтому не стоит проходить мимо тех, ком нужна помощь.